Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу, какие материалы я приобрел для корпуса информера. Во-первых, это монолитный поликарбонат, вот такой вот темный, 50% у него светопропускаемость, я думаю, будет в самый раз. Взял сразу большой кусок, 1,5 на 2 метра. Просто не было времени искать обрезки, ездить по рекламным мастерским. Ну и вообще материал, я думаю, еще пригодится. Но из него будет сделана небольшая часть корпуса, а основная часть будет из вот такого вот алюминиевого профиля 20 на 40 миллиметров, купленного в обычном строительном магазине. Ну а как это будет, увидите в этом видео. Конечно, горячий, все-таки резался. Что, получили кусок алюминия плоского. Ну все мимо пылесоса летело, видимо. Да, похоже, что не работает такой она подход. Вот по этой стенке все летит. Угу. То есть туда выше, это дальше получается, да, здесь? Вот сюда бы как-нибудь закрепить, вот прям на сам угол. Что-то или подачу я больно большую делал. Слишком быстро? Мы сначала вот делали, вроде чистенько же резал. Или она уже это... Засирались эти сами зубья. Да, и поэтому, может быть, и шире брала. В общем, в следующий раз режем этом. По-моему, все-таки при всех косяках фрезером аккуратнее выйдет. Угу. Ну, собственно говоря, у нас еще профиль-то есть, так что можем сделать. Ну, нам вообще стоит возиться с этим? Нам хватит этой ступеньки? Вот узнаем. Один 46. Полтора обещали, полтора получили. 36,7. Да, 36,5. Здесь 1,5, 1,6 где-то так, значит, получается. Тут 6,8. Почти все. Клеить. Еще чуть-чуть. Все, отпиливать будем. Даже лишнего чуть-чуть. Ну, это отпиливать будем. Плохо.
То есть вот так-то. Отлично. Да и, по-моему, нормально, да? Ну, если так, конечно, вот это, над этим работать надо, но само соединение рабочее. То есть технологию, да, надо смотреть, как ее делать, но... Вроде прочно получилось. Вообще монолит, но он и так, наверное, посчитаю, прочно. Что там, как она болтается чуть-чуть? Ну да, нет, так она и должна болтаться, извини, молотком уже не будем забивать. Я вот что предлагаю сюда вот какие-то, где земля, вот в граунд хотя бы вот пружинные контакты впаять в каждый этот. Если пружинные контакты будут с этим, с землей здесь законтачиваться и будут прижимать вот сюда. В общем, друзья, вот такая заготовка для корпуса получилась. Может показаться, что поликарбонат слишком светлый, но на самом деле это только так кажется, потому что здесь у меня очень яркое освещение. Ширина заготовки 70 сантиметров. Здесь будет стоять 20 квадратных матриц 8 на 8 пикселей. И еще 6 сантиметров ширины нужны для размещения платы электроники, где будет ESP8266 стоять. Возможно, плата электроники будет уже. В этом случае просто надо будет немного еще укоротить этот корпус, но это не проблема. Вот так корпус выглядит вблизи. В принципе, получилось не без косяков, но, по-моему, весьма-весьма достойно. Сбоку в сечении можно увидеть, как корпус устроен, но, в принципе, я думаю, по предыдущему фрагменту видео все и так уже поняли, как он был изготовлен. Сейчас я хочу вставить матрицы в корпус. Для этого нужно еще по образу вот этой платы напаять на плату вот такие пружинные контакты, пружинные проволоки. Они берутся из разъемов RJ11, 12, 45 и подобных. То есть ломается корпус, достаются вот эти вот контакты, изгибаются и припаиваются к земляным дорожкам. Тем самым обеспечивается и контакт электрический между землей, матриц и корпусом. И также обеспечивается необходимый прижим матриц к передней части корпуса, потому что сейчас здесь есть зазор где-то пару миллиметров. В комментариях был вопрос, можно ли использовать матрицы других цветов, то есть не красные. И как видите, использовать их можно. Я для пробы взял одну зеленую матрицу, такого же типа размера. Единственное, что при покупке нужно уточнять, каким образом включены светодиоды. Есть два основных вида включения. Ну а сама, в принципе, распиновка этих модулей, она является более-менее стандартной, судя по всему. И проблем у меня не возникло, хотя я, честно говоря, купил матрицу наугад в местном магазине, можно сказать, с витрины. Но она сходу заработала. Еще один нюанс в том, что матрица оказалась чуть выше, чем китайские матрицы, примерно на 2,5 мм. Вот. Ну а по яркости она, кстати, соответствует красным, то есть она довольно яркая. То есть, в принципе, матрицы можно собирать многих разных цветов. Единственное, что не красные матрицы почему-то существенно дороже. Ну все, платы спаяны между собой, необходимые провода тоже подпаяны. Сейчас последняя проверка и можно начинать сборку. Ну вот, в общем, как-то так получилось. По-моему, очень даже неплохо.
В общем, вот такой получился корпус информера. Я надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. По этому проекту информера еще предстоит множество работ сделать, но, как видите, проект потихонечку движется. За помощь в подготовке этого видео я хочу поблагодарить Дмитрия. Без его помощи этот корпус было бы сделать гораздо сложнее. Вас благодарю за просмотр этого ролика. Желаю всем удачи, успехов и пока.